Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартиуа. Меня просили в комментариях записать богов орков, и начало мне уже нравится, потому что пришел ко мне гоблин-убийца, и плюс тут на самом деле более-менее приятные приятные реликвии есть. И на самом деле легендарки тут вообще шикарные под богов орков. Смотрите, есть Зевс, есть дух пятерка, есть шаман орк. То есть шаман-орк здесь самое главное, потому что если Джаггернаут не будет тащить, то, соответственно, будет тащить шаман-пятерка. Если же шаман-пятерка не будет тащить, то, соответственно, в комбинации с духом пятеркой тащить будет однозначно. Если же там нужно будет какой-то ваншот прописать, то у нас есть Зевс. Как бы смотрите, сколько плюсов, сколько тут хороших легендарок под этот билд. Даже орк пришел. И луна. Вы меня заставляете задуматься. Вы меня заставляете задуматься. Взять луну. Ай, да срать на нее я хотел с высокой колокольни. Даже тут заговорился. Чисто забуксовал. Что в начале, что сейчас. Нормально. Чисто разучился говорить. Ну, бывает, бывает. Все мы люди, правильно? Правильно. Когда хочешь быстро озвучить свою мысль, ты на месте берешь и буксуешь просто. Короче, план таков. Если мне приходит аптечка священника, мы ее обузим. Обузим следующим образом. Ставим жрецов полностью, ставим аптечку, получаем максимально в табло, выходим максимально в быстрый уровень, и дальше мы становимся счастливыми. Почему мы становимся счастливыми? Потому что у нас приходит орк-шаман, дух пятерка, все это на 10 уровне, естественно, под фулл богами, все будет прекрасно, замечательно. Ну и Зевс, естественно, тоже. Все это приходит в двойку, шлифуем это мы прекрасно все посохом 3-го тира, и кто-то сейчас должен в комментариях уже написать: Саня, ты охренел? Никаких тебе таких вот жирных фигур, никаких. Ого. А я возьму. Знаете что? А я возьму. А я возьму вот это вот подношение. И вот так вот возьму богов поставлю. Ну, как богов, полубогов. Ну, короче, таких вот молодых ребят. И я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, возьму по колечко. И колечко закину в Бэтрайдера. Я все равно через магический урон буду драться. То есть у меня в любом случае будет усиление на Джаггернаут, вот это вот кольцо, как-никак. Ой, как хорошо. Ой, как вы хорошо бьете сейчас Бэтрайдера. Бог ты мой. Всегда бы так происходило. Вообще бы цены вам не было. Еще бы сейчас жрицу в 2 звезды. Ну, боги, орки идут. Будь здоров. Так вот, еще бы жрицу в 2 звезды. Было бы замечательно. Короче, походу мой план накроется медным тазом. И, скорее всего, через лустрик я играть не буду. Тут будет 100% винстрик, скорее всего. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Куда ж без стука по голове, правильно? Можно было открыть рот и услышать эхо. Так. На самом деле, ну, Бэтрайдер в этом патче, ну как в этом патче, его, короче, починили. Раньше Бэтрайдер это была такая лютая имба, что прям закачаешься. Если что, у него урон был такое ощущение, как у шамана пятерки от его скилла. Сейчас раз в секунду дамажит, то есть как надо. А не так, как до этого. До этого прям слишком лютый урон был какой-то. Он был сломан. Поэтому его сейчас починили, сейчас нормально. Но то, что здесь от Даша пришло цветки, это прям... Подожди, а это не тот Даш, который все время играет на рыцарях? Играл. Если честно, когда-то где-то приблизительно полгода назад я очень часто встречал вот этого вот игрока с ником Даш, но там играли абсолютно все. Он всегда абсолютно играл на рыцарях. Всегда. То есть, ну, похоже, тот Даш. Но я надеюсь, я ошибаюсь, но посмотрим, посмотрим. Посмотрим, что здесь будет у него. На самом деле, так как ему пришли цветки, то, скорее всего, он будет играть на цветках. Плюс тут есть Empress Light, поэтому, скорее всего, здесь будут легендарные дубликаты. Кто-то по-любому будет играть на легендарных дубликатах. То есть, ну, как легендарный дубликат? Будет гоблины мехи плюс Empress Light со своей легендаркой. Ну, со своей иллюзией легендарной. Короче, вы поняли. Боже, чё я... Короче, вы все поняли. Правильно же? Правильно. Мне нужно сосредоточиться на своей игре и понять, что я хочу. На самом деле хочу приятную игру, хочу хорошую реликвию, хочу винстрик, хочу, чтобы мне пришли легендарки как надо. Всего хочу. И денег хочу. Все. Правильно? А то в 0 монет как-то не очень сидеть.
100% я вижу, здесь уже нарисуются инсектоид-цветы. И 100% здесь гоблин-мех будет. Вот что-то прям чует моя чуйка, что гоблин-мех нарисуется. Еще, кстати, я, наверное, возьму 2 снайперов. Ну, а мало ли мне снайпер придет 2 звезды, правильно? Правильно. На самом деле, такое будет надо. А будет нужно это по максимуму. Если приходит, соответственно, так вот 2 снайпера или каких-то 2 хороших фигуры, то надо брать. Вдруг она апнется на следующем раунде. Если она апнется, то она подарит вам хороший такой буст по урону. В принципе, усилит ваш стол. Вот, например, если бы у меня сейчас была жрица в 2 звезды, то у меня бы стол вообще неубиваемый был бы. Ну как, ладно, убиваемый, но с огромным потенциалом, скажем так. Поэтому я жду жрицу. Вот прикиньте, мне сейчас было бы, у меня была бы жрица в 2 звезды, у меня был бы омник в 2 звезды, у меня был бы снайпер в 2 звезды. Это было бы очень жестко. Меня бы вряд ли кто вынес вообще. Мехи. Отлично. А такой подгон мне нравится. Жалко, конечно, что снайпер не пришел. Обидно. Обидно до слез. Еще я хочу баф людей поставить. Но бафа людей пока поставить как-то не могу, потому что у меня самих людей нету. Это и логично. Интересно, что мне на 10-м раунде придет? Знаете, мне как-то слишком хорошо сейчас все идет, чтобы хорошая реликвия упала. Вот что-то будет. Что-то будет, но не знаю что. Либо же где-то будет подлива. Я знаю бога рандома. Мне не может так жестко вести несколько каток подряд. Если что, то в этом сезоне что-то у меня катки так добротно пошли. Вот-вот-вот. А то потом буду на неделю на лустрике сидеть. Не хочу сглазить. Хочу играть нормально. Как человек. На самом деле, та задумка, которую я хочу, она легко реализуемая, но довольно-таки сложно реализуемая, потому что много есть «но». Сейчас я их озвучу. У меня внешка на Абадона такое ощущение, что это Chaos Knight. Честное слово. Мне надо 16 опыта, поэтому знаете, что мы делаем? Мы делаем вот так. Я жертвую этими персонажами, беру себе уровень 7. Беру 7 уровень. Во-первых, у меня все равно винстрик. 5 винстрик, и если все будет хорошо, то я быстренько восстановлю свое финансовое положение, и все будет нормально. Главное, сейчас не накаркать. Дискорд мы берем по-любому. По любасику Дискорд берем. По любасику. Короче, какие минусы вот игры на богах-орках? Если играть через Джаггернаута, то нужен посох 3-го тира. И обязательно нужны бусы. Без этих 2 составляющих сборка неиграбельна. Либо же бусы, либо маска 5-го тира. Но посох 3-го тира, он обязателен. И вот на самом деле даже боги-орки не нужны. Просто боги-орки, они дают плотность. И Джаггернаут за это время может очень быстро насобирать свои, как бы, стаки и тому подобное. Но на самом деле, если собрать Джаггернаута в 3 звезды, то лучше всего он будет смотреться под магами. Но тоже нужно смотреть, кто против вас. Если против вас, соответственно, какие-то инсектоиды, то лучше все-таки орки. Если же против вас какие-то, допустим, ну никто, кто такой? Вот кто такой? Ну, допустим, воины, да, то там лучше всего, соответственно, маги будут. Потому что минус 90% сопротивления, плюс посох 3-го тира, то там 800 урона в секунду примерно. Да, 270 на 3. Ну да, примерно 810 урона в секунду от Джаггернаута. Подкрутилочку. Ну это примерно, если что. Или подожди. Это я назвал урон 810 в секунду. Ага. Нет, даже больше. Там что-то около 1500 урона в секунду будет с крутилки. Если под магами считать. Если никакого сопротивления нет. Это жестко. Это очень жестко. Ой-ой-ой. Ну, я, наверное, возьму шлем Ареса. Наверное, я думаю, возьму шлем Ареса. Еще и боги хорошо пришли. Ай, была не была. Берем. Если бог рандомом не улыбнется, то на 7 уровне ко мне придет легендарная фигура. Я надеюсь, это будет нужная легендарная фигура, а не как это обычно происходит. Палочку Гарри Поттера мы закидываем Бэтрайдера. У меня такой стол, вот если честно так посмотреть со стороны, то стол очень слабый. Невероятно слабый. 0 винстрик есть зато. О, походу это моя конечная. Да? У него слишком много... Да, это походу конечная. Ну все, прощай, винстрик.
Сейчас пеньков еще насумонит. Ну давай, давай, побольше пеньков, ну. Бэтрайдер. Я в тебя верю. Души. Души, Бэтрайдер. Класс. Отлично. Я надеюсь, ты ко мне еще не скоро придешь. Хотя... Да что ж так жестко приходит? Боже, у меня глаза скоро разбегутся в разные стороны от таких вот прихождений. Ладно, плевать. И Джаггер, наверное, продам. Хотя не, пока пусть... Или продать. Продать или не продать этого Джаггера? Вот такой вот вопрос у меня в голове. Я думаю, продать. Ну, пока пусть стоит. Пока что пусть стоит. Он мне пока что не мешает, поэтому пусть стоит. Там, кстати, Даш имеет винстрик. Но у него там стол очень шикарный. У него прям там добротный стол. Я думаю, он меня вынесет без единого шанса. Яичко это, конечно, хорошо. Но какая-то легендарочка была бы намного лучше. Например, Орк-шаман. Ну да, у него там стол реально приятный. Вы посмотрите, что у него там! Да, он вынесет мой стол. В легкую причем вынесет. На одном дыхании. Как влитой. Ну, короче, вы все поняли. Это будет неприятная эмоция. Ну ладно, самое главное не отдать ему винстрик. Вот самое главное не ему винстрик отдать, а кому-то другому. Но не ему. Если отдам ему винстрик, это будет огромная проблема. Он настолько огромный будет через пару раундов, что просто диву даешься. Главное не отдать винстрик. Ему не надо, кому-то другому окей. Почему я говорю, что надо отдать этот винстрик? Потому что, ну, у меня стол слабый. Очень слабый стол. Я шибу у него там стол. Охренеть просто. 2 клокверка. 2 цветы. Это проблема. Это проблема. Ладно, плевать, короче. Слишком сильно парюсь на этот счет, поэтому не буду слишком сильно париться. Вот. Отдам винстрик, так отдам винстрик. Главное, это конечный результат. Хотя с винстриком намного приятнее играть. Чё-то как-то в этот раз мне больно. Чё-то в этот раз мне очень больно. Я еще винстрик проиграл. Кайф. Джаггернаут, иди гуляй. Спасибо за усиление. Спасибо. Просто красава. Еще и паучиха пришла. Ну, это прикол. Но это реально прикол. Мне усиление пришло на 15 раунде адекватно. Это нормально? Я считаю, это ненормально. Ладно, окей, я запомнил. Я запомнил. Я зашел с отличным настроением. Мне сейчас ничего не испортит настроение. Ничего, вот ничего, абсолютно ничего не испортит настроение. У меня все будет прекрасно. Я просто возьму и всех вынесу. Абсолютно каждого. Вот плевать абсолютно. Вот просто плевать. Не плевать, что там у Даши там куча дубликатов. Ничего. Мы сейчас отомстим. Я сейчас вернусь с огромными силами. О, у меня 2... О, так... Сейчас, походу, будут инсектоиды. Походу, будут инсектоиды. 2 паучихи. Это хорошие заявочки. Духовный талисман я беру по-любому. По-любому беру. Меня мой жизненный опыт научил, что скипать духовный талисман — это то же самое, что сразу подарить врагу победу. То же самое.
Кстати, вон бог-орк. Один бог-орк есть. Окей. Но у него тоже стол есть в единицах, но у него хотя бы есть боги. Хотя бы у него есть боги. Ну и плевать. Так, бог-орк. Смогу ли я тебя вытащить? На самом деле, я думаю, смогу. У меня есть жрица. У меня есть жрица, у меня есть два омника. Отхил пошел. Все, все. Вот так бы сразу. Пришел, увидел, победил. Все. Правильно? Правильно. Все. Я отказываюсь от инсектоидов. Отказываюсь. Ну, я думаю, вы это прекрасно и сами заметили. Я буду топить до талого в ту синергию, которую запланировал. Вот и все. Пусть меня эта синергия на дно утащит. Но я буду топить до конца. Постараюсь. Жалко Джаггера продал. Хотя на самом деле не жалко. Я в любом случае играл бы через Дизраптора. Дизраптор слишком сильный персонаж. Ну тоже. Я так, знаете, сейчас заявляю громко о том, что я буду играть через Дизраптора, но не факт, что этот Дизраптор ко мне придет. Да ну ты Так, убийца. Ну, убийца это такая себе синергия в этом патче. Не знаю, очень неметовая синергия убийцы. Чё ты меня так... Колечко? Не, ну ты меня, допустим, вынес с этим колечком. Манки Кинг, Скорпиончик. Слишком как-то хорошо мне идут инсектоиды, чтобы это было правдой. Там у Даша стол нереально огромный. Жесткий стол у него. Вот прям жесткий стол. 2 цветы, 2 тинкера, 2 клокверка, гоблин-убийца, 2 резака. А почему клокверка не поставят? Ну, вместо клокверков 2 резаков не поставят. 2 резака ж намного эффективнее будет. Может, я что-то не знаю? А ну-ка напишите мне в комментариях. Может, я чего-то не знаю, и 2 клокверка намного сильнее, чем 2 резака? Тут меня снова вынесли. Ну, тут чисто из-за того, что реально у него апгрейд жесткий. Или не вынесли? Да не, вынесли. Естественно. Ладно, набрать уровень. Кстати, шлем Ареса мне ни хренашеньки не принес. Сколько раз замечаю, вот сколько раз я беру этот шлем Ареса, мне он приносит одни лишь беды. Причем беды с головой. Да. Реклама шлема Ареса. Без смс и регистрации. Наблюдаете сейчас в прямом эфире. Ну ладно, не в прямом эфире, на записи. Но минус 16 это на самом деле... Я, наверное, возьму волшебное зеркало. И, по-моему, я наныл. По-моему, я наныл. Так, ребята, я забираю свои слова назад. Шлем Ареса это имбалансная реликвия. У меня всего лишь там 3% шанс был на легендарную фигуру. И если бы не шлем Ареса, то вряд ли бы мне дух пятерка пришел. Вряд ли. Короче, я даже знаю, как мы сейчас поступим. Смотрите. Хотя не смотрите. Хотя нет, смотрите. Короче, смотрите, но не буду я озвучивать, что я буду делать. Просто наблюдайте, ребята. Не буду говорить про свои планы. Просто наслаждаемся вот тем, что у меня 58 хп и 3 лустрик. Сейчас на следующем раунде я, короче, беру следующий. 9 и ролюсь. Правильно? Правильно. Хрень пришла. Можно было бы взять таинственный фрукт этот. Можно было бы. Можно было бы, но я возьму сумку Пандамена и активирую ее. Потому что я сейчас что буду делать? Правильно, ролиться. А еще антимаг пришел. А еще это мне нравится. С Бэтрайдером мы, в принципе, можем уже попрощаться. Я думаю, он уже не такой импактный персонаж, как раньше.
Антимага по-любому мы берем, потому что, ну, это мета. А мы любим играть на мете, правильно? Чего? Это сейчас... Это не сон? Дух пятерка? На 25-м... Ребята, все, маршрут перестроен. Я знаю, что мы сейчас будем делать. Придержимся того плана, о котором я говорил. Мне не хватает сейчас для полной моей комбинации это Зевса. Мне не хватает сейчас для моей полной комбинации это посоха третьего тира и Аганима. Можно? Пожалуйста. Давай. Ну вот, с этого раунда, пожалуйста, вот прямо сейчас. Насыпь мне моих предметов. Раз ты мне вот так вот даешь сейчас мне нужные фигуры, то насыпь мне, пожалуйста, таких предметов. Охренеть. Охренеть в квадрате. Охренеть квадратные штаны. Ну это реально жестко. Это слишком жестко. Слишком жестко. Мне сейчас реально тупо не хватает Зевса. И в двойку шамана. Я надеюсь, шаман двоечка меня не заставит долго ждать. И я надеюсь, Зевс тоже. Я сейчас таким билдом буду выносить абсолютно каждого, кроме Гриттера. С Гриттером у меня будут жесткие проблемы. У меня прям с ним такие лютые терки будут. Потому что Гриттер... На Гриттера работать моя синергия не будет. И, соответственно, дух пятерка тоже не будет работать. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А чьи-то винстрик мне переходит. Ой-ой-ой-ой! Сюда давай. Сюда, говорю, давай. Это кэшбэк. Хорош. Молодец. Красава. Ого. Я, короче, беру уровень. Раз такие пляски, то я беру уровень. По-любому надо брать уровень. А еще по-любому нужно рольнуть сейчас шмотки. После третьего тира, пожалуйста. После третьего. Давай. С рандомного сундука, пожалуйста. После третьего тира. Молю. Ну, ладно. Рано еще говорить о том, что удача от меня увернулась. Рано. Слишком рано говорить. Потом. Попозже скажу. Да, это жестко. Короче, я ЦМ-ку, если что, не просто так оставил сейчас. Я закинул в нее волшебное зеркало, чтобы она регенила ману. Вдруг кто не знает, то каждая иллюзия ЦМ-ки тоже регенит ману. То есть у вас раз в 2 секунды не 18 мана восстанавливается, а сколько там? 30, 46, 54 маны. 54 маны восстанавливается в раз в 2 секунды. Обусти. Обусти эту тему. Импреску я продал, короче, мне импреска не нужна. Я тоже продам, поставлю 4 духов. Только что как-то слишком быстро всех снес. Ого, там кунг-фу тролли. Интересненько. Бог-орк с Зевсом. А это проблема. А знаете, почему это проблема? Потому что мой дух пятерка не будет работать на бога-орка. А он еще и с маской 5-го тира. Ну, спорим, он меня раскрутит? Ребят, сейчас ставим ролик на паузу и пишем в комментарии, раскрутит он меня или нет. Может быть, короче, там человек написал, что, может быть, Бог будет со мной в это время, в это темное время. Повернется ко мне. Что там, короче, я дальше не дочитал. Спасибо, Бог есть один. А Зевса можно? Пожалуйста. Хочу Зевса. Очень хочу Зевса. Мне сейчас от людей толку нету никакого. Да, в принципе, как от антимага. Сейчас будет контент. Знаете, кого я соберу? Я соберу полных духов сейчас. Сделаю это таким образом. 4 бога, 6 духов и получается 3 мага. Если все грамотно сделать, то я думаю, это будет круто. Жалко, конечно, здесь нету энигмы. Я бы с удовольствием вместо Тиника поставил бы энигму. С удовольствием. Ну, классный, кстати, предмет мне сейчас упал.
Арканцы всегда полезная шмотка, но. Мне нужен посох третьего тира. И взгляд ЗС имбовый. Две цветы в 3 звезды? Ты адекватный? Ну да, одних зеркал мне мало, но в целом 3 пары наныл. Все, отлично. Все, забираем свои слова назад. Чисто я повелитель зеркал. Александр в зазеркалье. На всякий случай, наверное, буду собирать жрецов. Хотя, на самом деле, я думаю, это лишнее. Чисто Александр в зазеркалье. Как там в сказке или в мультике? Свет мой зеркальце скажи, покажи мне, кто милее всех и красив. Что-то там, короче, такое еще. А ну-ка напишите мне в комментариях эту фразу полностью. Я забыл. Восстань картошка или что это? Я, похоже, неправильно перевел только что у себя в голове, но напишите мне в комментариях, что он написал. Rise of Potato? Это, по-моему, Восстань картошка. Но я думаю, я ошибаюсь. Есть же Potato, просто Potato. Короче. Кристалл призрака. Это нам надо. Это я хочу. Это нам надо сюда. Котел тоже пойдет. Хотя на самом деле зачем мне этот котел? Мне этот котел не нужен уже. Мне нужен Зевс. Хочу Зевса. Очень хочу Зевса. Так, хорошо. И есть 5 духов. Мне не хватает одного духа. Где еще один дух? Я говорю духа, а не дума. О, вот теперь другой разговор. Вот теперь другой разговор. И я, кстати, вот так вот сделаю. Я поставлю сейчас 6 духов. Я что-то как-то в 6 духов больше верю сейчас. А, ребята, там помните, я говорил, поставьте ролик на паузу. Напишите в комментариях, насколько жестко и быстро раскрутит меня Джаггер. 0 урона. Пожалуйста, кто-то вынесите его вместо меня. Пожалуйста. Минус 17. Больно. Яичку. Так, импресска, иди гуляй. Если я соберу в этой катке духа пятерку, это будет нереально имба. Кто-то объяснит мне, зачем я цемок держал? Я только что продал 2 жрецов, просто так. Зачем, непонятно, конечно. Зачем я их продал? Ну, красава. Красава, Саня. Молодец. Мозги у тебя сразу видно на месте. Надо, кстати, расстановку немножко сделать получше. Я немножко не то сделал. Ладно. Огоним. Я так понял, у нас с Дашем перетягивание канатов. Он меня, я его, он меня, я его. Но у меня осталась одна попытка. Я, короче, только что... Ну, я жестко себе заруинил игру. Я случайно перекинул... Ну, не случайно, короче. Я не сделал не то, что надо. И не буду... Короче, по своей глупости я перекинул посох 3-го тира куда не надо. Я думаю, я духа пятерку не соберу. Ну, что-то подсказывает мне сердечко, что духа пятерку я явно не соберу. Я пока не хочу спешить. Зевс у меня еще маленький. Вот когда он у меня будет 2 звезды, я по-любому ему перекину шмотки, чтобы ваншотнуть Джаггера. По-любому. Тут даже гадалки не ходи, но я по-любому это сделаю. Даже крутилка не спасет Джаггернаута от ультухи Зевса под посохом 3-го тира и с Аганимом. Там его такой расколбас будет ждать. Вот там действительно Зевс идет.
Дух пятерка это лютый персонаж. Который раз убеждаю, что дух пятерка это лютый персонаж. Если хороший предмет у вас есть, то все, это конечное для всех. А все, в принципе, Зевса даже керить не надо. В принципе, Зевса даже керить теперь не надо. Вообще не надо. Дашу, я смотрю, так не везет на механизмов золотых или что? У него 10 уровень, винстрик, деньги есть, но по итогу нету золотых роллов. Хотя есть минер. Странно. Даже импресска у него есть. Но не буду злорадствовать. Не буду. Короче, что мне нужно сейчас из 4 тира? Рефрешер, либо же цепочка. Один из двух предметов 100% мне необходим. 100%. Если у меня будет рефрешер, то, соответственно, у меня будет много тучек. Если, соответственно, будет у меня цепочка, то это означает инкастовый дамаг от духа пятерки. Боже, как он дамажит. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Я, наверное, свинок возьму. А давай Зевса еще одного. Дух это классно. Давай Зевса. Ну... Ладно, тут по-любому надо брать. Надо брать. Чем мне упадет? Чем мне упадет? Чем мне упадет? Хрень. По-любому хрень. Ну, кстати, догон еще приемлемый предмет. Я бы даже сказал, очень хороший предмет. Ну ладно, не очень хороший предмет, но не из худших. Вот теперь я могу... Вот смотрите, ребят. Таролог Александр включает свои экстрасенсорные способности на максимум. Я сейчас Даша вынесу в легкую. Без шансов. И мне непонятно только, почему не поставил себе фуловых мехов. Ему так жестко фартило, но по итогу он не поставил фуловых мехов. По какой причине? Найс. Найс. Еще и второму вынес винстрик. Ну все, все. Ребята. Таролог, экстрасенсолог. Ох ты, ё. Ладно, у меня все равно остается вопрос открытый. Почему он не поставил фуловых мехов себя? У него, кстати, сейчас есть цветки, и он керит... Он керит бабку? Чего? А зачем он керит бабку? Ну, типа, да, ее бафнули очень жестко в этом патче, но не настолько жестко, чтобы у меня дух пятерка не ваншотал ее. 29 500 урона. Ребят, 29 500. Дизелька, пожалуйста. Мне сейчас не хватает для полного комплекта, для полного счастья, дизраптора. Вот серьезно. И на самом деле, я думаю, можно было бы выкинуть двух элементалистов. Но так как он у меня в тройку есть морф, я его оставлю. Можно было бы реально просто выкинуть двух элемов, поставить фуловых магов и ваншотить еще быстрее. Но доиграем уже на фуловых духах, богах. Там все равно у него бабка, а бабка это тычки, а это есть шанс, возможность, что сработает духа активка, ну, духов, вот это вот синергия, короче, сработает духов. Окаменение, это урон. Я шибу, сколько у него урона. Вы просто посмотрите на эти цифры. 30, сколько тысяч будет? 34 300. Яичко? Это нам надо. Под заказ ко мне пришел дизраптор. Дизраптор молодой. Все, им хана. А ну, что мне упадет? Колечко. Берем. Колечко мы берем. Дизраптора суем.
И всех выносим. Там, конечно, больше подходит нецензурная брань в эту такую мини-фразу. Ну, пофиг. Да. Красиво. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А окаменение-то в бессмертии не работает? Заметили? А, ну как-то плевать вообще. Я на мгновение подумал, что он сейчас меня вынесет. У моего духа пятерку просто слил за бессмертие. И в бессмертии, я так понял, окаменение не работает. Это и логично. Это и хорошо, что так. Но у меня остались все равно вопросы. Почему он не собрал себе фуловых мехов? У него все было для того, чтобы собрать фуловых мехов. Вот это вот мне жестко непонятно. Ну, согласитесь, катка интересная. Мне понравилось. Мне реально понравилось. Неожиданно. Столько таких... Ну, я испытал море эмоций. Добавить мне как бы здесь особо нечего, но единственное, наверное, что скажу, что можно было бы в конце убрать фуловых духов и поставить лучше 6 магов. Но это как бы мое мнение. Но так как у него были цветы, у него по-любому одна иллюзия была против магов. А духи работают все равно и на иллюзии, и не на иллюзии, то есть на дубликаты, я имею в виду. Вот цвет. Поэтому я думаю, духи намного логичнее, при том, что он еще и кирил бабку. А раз он кирил бабку, это, соответственно, куча тычек, а куча тычек — это возможность, что сработает очень часто синергия духов. А сработает очень часто синергия духов, то финита ля комедия его керри. Единственное, что в конце в действительности было прям на тоненького. Я что-то даже в одно мгновение немножечко булочки свои сжал и подумал, что я сейчас проиграю раунд. И это было бы фатально, скорее всего, потому что у меня стаки посоха скинулись, и не факт, что следующий раунд бы я затащил. Ну, только расстановку надо было бы поменять 100%, так как я только что своей же расстановкой себе заруинил. То есть у меня дух пятерочка был максимально близко к его бабкам, и эти бабки ра-та-та-та-та-та-та-та-та устроили ему. Ну, не знаю, мне так в последнее время не нравится этот дух пятерка. Его сложно собрать, но если получилось его собрать, еще есть посох третьего тира и агоними и пару контролей, то это такой контентище, это такие эмоции. Это кайф. Это просто кайф. Ладно, ладно. И классно, что здесь не было морских. Ну все. Короче, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И, ребят, не забываем ставить свои лайки. Поддерживаем автора. Поддерживаем, поддержим и еще раз поддержим. Лайк поставь, смотри на меня и ставь быстренько свой лайк. Быстренько, вот прямо сейчас. Берешь и ставишь свой лайк. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен как в комментариях, так и в описании. И на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!